Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие красивые пинеточки, кроссовки. Вот они так выглядят. Я буду вязать пряжей розового и серого цвета. Это 100% хлопок, в 50 граммах 180 метров. И крючок возьму 1,5. Начинаем вязать. Для подошвы нам нужно набрать 18 воздушных петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот мы набрали 18 петель. Далее для подъема нужно сделать еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это для подъема. Теперь отсчитываем вот эти 3 воздушные петли и в 4-ю воздушную петлю делаем 2 столбика с накидом. Вот наша 4-я петля, и в нее делаем 1 столбик с накидом и 2-й столбик с накидом. Провязали. Далее по воздушным петлям нам нужно провязать 16 столбиков с накидом. То есть в каждую воздушную петлю нужно провязывать столбики с накидом. 1, 2, провязали 16 столбиков с накидом. У нас осталась одна воздушная петля. В нее нужно провязать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. В последнюю воздушную петлю мы провязали 5 столбиков с накидом. Хвостик сразу можно ввязывать вязанием. Далее снова в каждую воздушную петлю, которая у нас здесь была, нужно провязать тоже 16 столбиков с накидом. Вот в первую провязали 1 столбик, во вторую 2 столбик, и так провязываем 16 столбиков с накидом. Провязали 16 столбиков с накидом, и у нас остался вот 1 столбик, в который нам нужно провязать. Провязываем в него 2 столбика с накидом. 1, 2. Провязали и замыкаем наше вязание соединительной петлей. Вот так. Далее делаем одну воздушную петлю и будем вязать столбики без накида. Там, где мы делали в предыдущем ряду воздушные петли для подъема, и в это ж место мы провязываем столбик без накида. Вот провязали 1 столбик без накида. Далее
провязываем в один столбик с накидом предыдущего ряда 2 столбика без накида, 1 и 2. Также провязываем во второй столбик с накидом предыдущего ряда 2 столбика без накида, 1, 2. Провязали. Далее вяжем 7 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали 7 столбиков без накида. Далее будем вязать 2 полустолбика. Сделали накид на крючок, завели в петельку, и теперь все 3 петельки провязываем одновременно. 1, сделали накид и провязали все одновременно. 2 полустолбика. Далее вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, провязали 7 столбиков с накидом. Теперь по центру, где у нас было закругление из 5 столбиков с накидом в предыдущем ряду, в каждый из этих столбиков нам нужно провязать по 2 столбика с накидом. Провязываем 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. Далее во второй тоже провязываем 2 столбика, в третий 2 столбика с накидом, четвертый 2 и в пятый 2 столбика с накидом. Это для того, чтобы было красивое закругление. Вот мы провязали в 5 столбиков предыдущего ряда по 2 столбика с накидом. То есть получилось 10 столбиков. Далее будем вязать 7 столбиков с накидом, 2 полустолбика и 7 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Провязали 7 столбиков без накида. И теперь провязываем в один столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида. 1. И в этот же столбик провязываем второй. Провязали. В следующий аналогично 1 столбик и сюда же провязываем второй. Провязали так 2. И осталось нам провязать еще 1 столбик без накида. Вот провязываем его сюда, провязали. И замыкаем вязание соединительной петлей. Вот так замкнули. Вяжем следующий ряд. Для подъема 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее нам нужно вязать столбики с накидом по 2 столбика в 1. Провязываем в первый столбик 1 столбик с накидом и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Во второй аналогично провязываем по 2 столбика. В третий тоже по 2 столбика. 1, 2.
И в четвертый тоже 2 столбика. 1, 2. Для закругления мы провязали по 2 столбика с накидом. Далее будем вязать 16 столбиков с накидом по одному. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Провязали 16 столбиков с накидом. Далее мы подходим снова к нашему закруглению пинеточки. И здесь мы будем провязывать по 2 столбика с накидом в 1 столбик. И таких повторений у нас будет 10. 1, 2 столбика мы провязываем в 1 столбик с двумя. Во второй провязываем тоже 2. В третий 2 столбика. В четвертый 2 столбика. В пятый 2 столбика. В шестой 2 столбика. Седьмой 2. Восьмой 2. Девятый тоже 2. И в десятый 2 столбика. Вот мы провязали по 2 столбика на закругление. Далее будем провязывать 16 столбиков с накидом. 1, 2 и так далее. Провязываете 16 столбиков с накидом. Провязали 16 столбиков с накидом. И вот здесь у нас осталось провязать по 2 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем 1 и таких повторений делаем 4. 1 столбик и сюда же провязываем второй. 1. Во второй тоже провязываем 2 столбика. В третий 2. И в четвертый тоже провязываем 2. У нас остался вот один столбик в предыдущем ряду, и мы в него провязываем 1 столбик с накидом. И замыкаем все соединительной петлей. Вот такой ряд у нас закончился. Теперь нам осталось провязать последний ряд. Для него делаем для подъема 2 воздушные петли. И далее по кругу нам нужно провязать столбиками без накида. Всего у вас их должно получиться 69 столбиков без накида. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик
без накида. Все идет по одному столбику. И вот так провязываете и считаете, чтобы у вас получилось 69 столбиков. Вяжем самостоятельно. Довязали до конца столбики без накида 69, не считая подъема. И вот такая подошва у нас получилась. Сейчас посмотрим по сантиметрам. Ложим на линейку и вот смотрим. Наша подошва 10 сантиметров. Вот такая подошва. Далее переходим вязать вот верх пинеточки. Я беру нить контрастного цвета, серую. Так, там, где мы обрезали розовую нить на подошве, там, где у нас были воздушные петли для подъема, мы будем вязать рельефные столбики без накида. То есть для того, чтобы получилось, вот, чтобы вам было видно, белого цвета идет контрастная нить на подошве. Сбоку пинеточки получается такая красивая косичка. И вот наш первый ряд рельефных столбиков без накида. Берем крючок, вставляем его продеваем между столбиком без накида предыдущего ряда и воздушные петли, где у нас были для подъема. Обвиваем, берем рабочую нить, вытягиваем ее и делаем 2 воздушные петли для подъема. 1, 2. Этот хвостик я потом спрячу иголочкой. Так, далее следующий рельефный столбик без накида. Вот продеваем крючок между столбиками без накида предыдущего ряда и во вторую тоже петельку, тоже между столбиками предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить, продеваем, и у нас 2 петельки на крючке, и провязываем как столбик без накида. Провязали. Еще раз показываем. Вот между столбиками без накида завели крючок и в следующую петельку между столбиками без накида захватили рабочую нить, достали ее и провязали столбик без накида. И таким образом у нас получается вот красивая контрастная нить ложится очень красиво на подошве. И сбоку будет вот такая косичка тоже. И таких столбиков рельефных нам нужно провязать 69. То есть в каждый столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем такой столбик рельефный, тоже без накида, 69. Вяжем самостоятельно. Так, мы провязали рельефные столбики без накида. Вот так это все смотрится. Далее делаем для подъема 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в каждый столбик рельефный предыдущего ряда нам нужно провязать столбики с накидом. 1, 2. И так по кругу вяжем. И тоже делаем 69 столбиков с накидом. В каждый столбик провязываем. Вяжем так самостоятельно. Мы довязали первый вот ряд такой со столбиками с накидом.
69 столбиков с накидом. Вот так. И теперь вяжем следующий ряд. Для подъема 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Дальше по кругу пинетки нужно провязать 22 столбика с накидом. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Вот провязали 22 столбика с накидом. Далее нам по центру пинеточки нужно сделать убавки. То есть будем провязывать 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Провязываем вот один столбик и не до конца. И в следующий столбик провязываем второй. И делаем общую вершину. 1. В следующий столбик провязываем 1 столбик. Полностью провязали. В следующие 2 столбика провязываем столбики с общей вершиной. 1, 2 и общая вершина. Следующий провязываем 1 столбик. Далее третья убавка, то есть столбик с накидом не довязываем, второй столбик с накидом не довязываем и провязываем вместе. Это третий столбик, 1 столбик с накидом и четвертый столбик делаем с убавкой 1 и второй. Четвертый провязали и столбик с накидом 1 сделали. Это мы с вами провязали половину до середины пинетки. Далее провязываем вторую половину. Значит, делаем 1 столбик с накидом. Это у нас так по центру, вот 1 столбик. Следующие 2 делаем столбик с общей вершиной для убавки. 1, 2. Это первый столбик с убавкой. Мы аналогично вот этой стороне делаем тоже 4 столбика с убавкой. Далее 1 столбик провязали. Следующую делаем убавку 1, 2. Провязали. Это второй. Теперь столбик с одним накидом провязали. Третий провязываем с убавлением. Делаем убавление. 1 столбик и четвертое убавление.
Вот так для закругления пинеточки, вот как на этом видно, на контрастной нити для закругления мы сделали. И так до конца ряда провязывать 23 столбика с накидом. 2, 3, 4. И так провязываем самостоятельно столбики с накидом 23. Я довязала столбики с накидом, обрезала серую нить и беру снова основной цвет, это розовый у меня. Привязываю его там, где мы обрезали серую нить. Хвостики, если вам удобно, можете их сразу ввязывать в вязание. Если нет, то иголочкой потом спрячьте. Делаем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Далее по кругу пинетки провяжем 8 столбиков с накидом. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 столбиков с накидом. Далее делаем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали. Теперь по носику пинеточки будем продолжать делать закругление. То есть снова будем провязывать по 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Провязываем один столбик не до конца и второй столбик с одной общей вершиной. Одна убавка. Далее столбик с накидом 1 провязываем. 1. Далее вторая убавка. 1 столбик. Второй столбик с общей вершиной. Это вторая убавка. Столбик с накидом 1. И третья убавка. 1, 2. С общей вершины. Это мы провязали пол пинеточки. Переходим на вторую половину пинетки. Делаем убавление. 1, 2. Это первое убавление. Столбик 1 с накидом. Второе убавление. 1, 2. Общая вершина. Это второе убавление. 1 столбик с накидом и третье убавление. 1 столбик, второй столбик, убавление. Далее вяжем 6 столбиков
с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь столбики без накида 8, 1, 2 и так далее. Провязывайте 8 столбиков без накида, 9 столбиков с накидом и замыкаете этот ряд. Довязали этот ряд и замкнули его. Вяжем следующий ряд. Для подъема 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь нужно провязать 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков с накидом. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом. Далее для убавления мы провяжем 5 столбиков с убавлениями, то есть с одной общей вершиной. 5 убавлений будет. 1 столбик и 2 столбик. Делаем убавление. Это одно убавление. Снова 2 столбика с общей вершиной. Это второе убавление. 2 столбика с общей вершиной. Третье. 2 столбика с общей вершиной. Четвертое. И делаем 5 убавление. Так получилось, мы провязали 5 убавлений. Далее переходим на вторую половину пинетки и здесь провязываем столбики с накидом 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 столбиков с накидом. Далее вяжем 8 столбиков без накида и провязываем 7 столбиков с накидом и замыкаем ряд. Вяжем самостоятельно. Вяжем следующий ряд. Для подъема делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4.
Далее 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков с накида. Теперь 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь нам нужно провязать 7 столбиков без накида, но захватывать петельки мы будем только за первую половиночку. Для того, чтобы за вторую половинку мы будем привязывать хлястик, когда будем вязать. Вот захватываем только за одну петелечку. За первую. 1. Снова за первую петелечку захватываем 2, за первую петелечку 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем вторую половиночку. Это 4 столбика без накида. И захватываем уже за 2 петелечки. 1, 2, 3, 4. Далее провязываем 5 столбиков с накидом, 8 столбиков без накида и 5 столбиков с накидом. И замыкаем ряд. Вяжем самостоятельно. Вяжем последний ряд. Делаем одну воздушную петлю для подъема и далее провязываем 12 соединительных столбиков. То есть вот один соединительный столбик, второй, продели крючок под 2 петелечки, достаем рабочую нить и продеваем через вторую петелечку. И таких нам нужно соединительных сделать 12. 1, 2 сделали, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 15 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И до конца ряда провязываем соединительные столбики. 1, 2, 3. И так их провязываем 13 соединительных петель. Вяжем самостоятельно. Довязали ряд до конца, замкнули этот ряд, спрятали все ниточки. И теперь будем вязать хлястик. Там, где мы с вами вязали 7 столбиков за переднюю петельку, вот их видно, этот ряд, 7 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот нашли первую, и в нее будем закреплять ниточку. Провязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И далее вяжем столбики с накидом. Это у нас будет 6 штук. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6. Если считать с петлями для подъема, то мы провязали 7 столбиков. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и в этом ряду вяжем столбики без накида. В первый столбик провязываем 2 столбика без накида, это 1 и 2. Далее вяжем по одному 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. И в последний столбик, там где мы делали для подъема, провязываем 2 столбика без накида, 1 и делаем 2. Провязали. Поворачиваем вязание. Делаем для подъема 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в каждый из столбиков провязываем по одному столбику с накидом. Если считать
с первым для подъема. Это у нас второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Провязали 9 столбиков. Далее одна воздушная петля, поворачиваем вязание и провязываем 2 столбика без накида в один столбик предыдущего ряда. Далее вяжем столбики без накида по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последний провязываем 2. 1, 2. Делаем 3 воздушные петли для подъема. 2, 3. Поворачиваем вязание. Далее провязываем 11 столбиков с накидом. Считаем и первые, те, что были для подъема. Это уже второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11. Одна воздушная петля, поворачиваем вязание и провязываем 11 столбиков без накида, нигде не прибавляем. В первый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Одна воздушная петля, поворачиваем вязание и делаем красивое закругление в хлястике. Это один столбик без накида, второй столбик без накида. Далее вяжем столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так провязали. Теперь обрезаем нить. И далее обвязываем хлястик столбиками без накида. Так, привязываем ниточку там, где мы привязывали хлястик. Так, захватываем. Так, вот привязали ее. И столбиками можете прятать и ниточки тоже в вязание. И столбиками без накида по кругу язычка обвязываем. И так по кругу, так вот по кругу обвязываем. Вот так. Так, вяжем.
доходим до закругления, и в закругление я провязываю в одну петельку один столбик, второй столбик и третий, чтобы был красивый уголочек, такой поворот. Далее вяжу столбики без накида по одному в каждый столбик предыдущего ряда. Дошли до поворота, и здесь тоже в уголочке провяжем 3 столбика без накида в одну петельку. Вот 3 для поворота сделали. Ниточку можно тоже сразу прятать, ввязывать вязание. И так довязываем до конца. Довязали хлястик, спрятали все ниточки. И теперь нам осталось провязать вот такую деталь, чтобы смотрелась наша пинеточки как настоящие кроссовки. Я уже по центру своей пинетки нашла маркерами середину. Вот я отметила 7 петель. Беру нить розового цвета и буду привязывать, вот захватывать за вот эти вот розовые нитки, вот как здесь. Захватываем крючок вот под серые нитки снизу, берем розовую нить, захватили, сделали воздушную петлю одну, вторую, и будем вязать 5 столбиков с накидом. Снова захватываем под серые нити, так, 2, так, сейчас вот захватили за серую, захватываем так вот снизу, чтобы их было не очень видно, захватили, одна, теперь вторая, третья, вяжем четвертую, захватываем за серую нить, вот захватываем за серую нить, провязываем столбик с накидом, это 4, 5 тоже захватываем за серую нить, и последний столбик провязываем полустолбик. Провязали. Так это будет спереди выглядеть. Обрезаем нить и пришиваем его до серой отделки. Все пришили вот спереди, все хвостики попрятали, и у нас получились такие пинеточки. Осталось только одеть шнурочек
или связать шнурочек. И вот получились такие красивые кроссовочки. Точно такие самые, вот как вот эти. Вот такие кроссовки. Спасибо за внимание. До новых встреч!